Друзья, всем привет! Сегодня я к вам с двумя очень быстрыми, классными клубничными рецептами. Первый рецепт – это галета с очень нежным рассыпчатым тестом. Второй рецепт – быстрый тортик а-ля чизкейк. Кстати, клубнику в этих рецептах можно смело заменять на любой сезонный фрукт или ягоду. Давайте начнем с галеты. На моем канале уже есть два рецепта теста для галеты, но этот вариант с еще более нежным и рассыпчатым тестом. Технология приготовления практически у всех галет одинаковая. Нужно приготовить рубленое тесто. В этом рецепте понадобится всего лишь один желток. Белок не добавляем. Муку обязательно нужно просеять и смешать с 1 столовой ложкой сахара и щепоткой соли. Потом взять холодное сливочное масло и натереть его на терке, постоянно обваливая его в муке. Масло можно предварительно подержать немного в морозилке. После этого перетрите масло с мукой в мелкую крошку и добавьте желток. Замесите тесто, просто собирая его в единый комок. Интенсивно замешивать не нужно, тем самым мы сохраним его рассыпчатость. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник где-то на 20-30 минут. Пока тесто в холодильнике, самое время подготовить клубнику. Лучше всего нарезать ее слайсами, не сильно тонко и не слишком толсто. Как я уже говорила, можно использовать любые сезонные ягоды или фрукты. Тесто немного отдохнуло в холодильнике, теперь пришло время его раскатывать. Нужно раскатать его в круг около 30 см в диаметре. Так как тесто достаточно нежное и оно может приставать к скалке, чтобы слишком много его не притрушивать мукой, лучше всего раскатывать его, положив сверху лист пергамента. Верхний лист пергамента очень легко отходит от теста. Главное использовать силиконизированный пергамент. На обычный обязательно у вас прилипнет тесто. Сверху посыпьте тесто кукурузным крахмалом и распределите по поверхности, слегка отходя от краев. И выкладывайте сверху клубнику, плотненько друг к другу. Сверху посыпьте клубнику сахаром. Я использую коричневый сахар, но можно заменить его на белый. Теперь сделайте нахлёст, заверните края теста на клубнику. Можно помогать себе пергаментом. Если где-то у вас сбоку порвется тесто, ничего страшного, просто соедините его и продолжайте дальше. А теперь нам понадобится яичный белок, который у нас остался, когда мы отделяли его от желтка. Им нужно смазать края теста. Сверху посыпать по желанию кунжутом, семечками, маком, просто сахаром или вообще можно ничем не посыпать. Выпекайте галету в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, примерно 25-30 минут. По времени ориентируйтесь на свою духовку. После приготовления дайте галете полностью остыть. Сейчас тесто достаточно хрупкое, пусть оно остынет и стабилизируется. После чего можно наслаждаться таким прекрасным вкусом и ароматом, и таким нежным рассыпчатым тестом. Ну а теперь второй рецепт легкого быстрого летнего десерта, но уже без выпечки. Для первого слоя понадобится обычное печенье, которое нужно измельчить в крошку. Я буду использовать измельчитель, но также можно положить печенье в обычный пакет и измельчить его скалкой. Потом измельченное печенье нужно соединить с растопленным сливочным маслом и хорошенечко перемешать. Главное, чтобы растопленное масло не было слишком горячим. Немного охладите его перед добавлением. Для формовки десерта я использую железное кольцо диаметром 18 см. Края проложила ацетатной лентой, чтобы можно было потом легко извлечь тортик из формы. Распределите крошку по дну формы и хорошо утрамбуйте. Для этого удобнее всего использовать любой предмет с плоским дном. Когда все готово, поставьте форму в холодильник. Тем временем можно приготовить второй слой. В сотейник с толстым дном налейте молоко и добавьте сахар. Одно яйцо
Слегка взбейте вилкой и добавьте в молоко. Также понадобится кукурузный крахмал. Его нужно смешать с небольшим количеством молока до однородности, чтобы не было комочков. А теперь при постоянном помешивании венчиком нужно варить смесь на огне ниже среднего до загустения. Когда смесь загустела, перелейте ее в чистую миску и добавьте сливочный сыр. Также я добавляю немного ванильной пасты. Вместо нее можно добавить ванильный экстракт. А еще я добавляю немного сливочного ликера, но это уже по вашему желанию. После добавления всех дополнительных ингредиентов перемешиваю все блендером. И выливаем получившийся крем на первый слой. Все неровности удобнее всего разровнять силиконовой лопаткой. На этом этапе тортик опять нужно поставить в холодильник, накрыв его пищевой пленкой. Самое время подготовить клубнику. Нарезать ее лучше всего слайсами. Теперь переложите клубнику в сковороду, добавьте воду, сахар и агар-агар. Все хорошенько перемешайте, включите плиту и доведите до кипения. После закипания нужно проварить клубнику около 2 минут на медленном огне. Теперь выключаем плиту и при желании можно добавить 1 столовую ложку сухого клубничного желе для более глубокого красного оттенка. А теперь аккуратно распределяем третий слой поверх второго. Теперь отправляем тортик в холодильник минимум на 1 час. Ну вот и все, торт готов. Для того, чтобы усилить клубничный вкус, я решила дополнительно положить сверху свежую клубнику. Так будет еще вкуснее и красивее. Ну что ж, надеюсь, вам понравился один из этих рецептов и вы возьмете какой-нибудь себе на заметку. Заранее благодарю вас за лайки, комментарии и подписку на мой канал. Всем пока-пока!